Привет, меня зовут Маша Машериша, и даже не знаю, с чего начать. Очень много всего. Во-первых, я очень рада вновь сюда вернуться. Я целый месяц не выставляла видео, потому что у меня была сессия. Я сдавала экзамены и писала диплом. Плюс были январские, в которые мне тоже хотелось наконец отдохнуть. Да, я доучиваюсь на 5-м курсе в университете. Кто не знает, я учусь на учителя французского. И мне остался буквально вот этот семестр, и все. Но меня мучает вопрос. А что делать дальше? Идти по профессии. Я это на самом деле очень люблю, потому что это работа с детьми, мне это очень нравится. Плюс это французский, который я очень люблю, и у меня вроде неплохо получается в педагогике. Но в то же время, зная, насколько загружены учителя, а у меня уже есть подруги, которые выпустились и работают, да и по практике это понятно, времени на YouTube у меня не будет тогда. Потому что если в универе там я еще могу пропустить день, чтобы доснять то, что не успела на выходных, то в школе собственные уроки я уже не прогуляю. Или же я с головой ухожу в YouTube. В последнее время я все больше и больше к этому склоняюсь, потому что вроде бы неплохо получается. И в таком случае у меня будет в 3 раза больше времени на то, чтобы успевать делать все те проекты, на которые не хватает времени сейчас. У меня, наконец, появятся выходные, потому что я сейчас на неделе учусь и подрабатываю, а в выходные я снимаю. И да, выходные все-таки мне хотелось бы иметь. Но в таком случае мне, как взрослому человеку, хотелось бы быть уверенной в том, хочется быть уверенной в том, что эта деятельность сможет мне обеспечивать жизнь. Я думаю, все прекрасно знают, что доход блогера напрямую зависит от количества проделанной им работы, и с этим пока у меня проблем нет, потому что проекты расписаны до июля, да. Но здесь мне важна и ваша поддержка, ваша отдача в виде элементарных лайков, комментариев. И так что, если вам нравятся мои видео, то делитесь ими с друзьями. Я не привыкла это говорить, потому что обычно это не говорю, но это так. Это реально мне поможет. И я открыла страницу на Патреоне, причем довольно давно, месяца 2, наверное, назад. Но я об этом не говорила, потому что я элементарно не знаю, что еще я могу вам предложить за вашу материальную поддержку. Потому что делать какие-то дополнительные видео, мне хочется, чтобы все было на моем канале. Здесь включается мой перфекционизм, потому что я воспринимаю свой канал как историю своего творческого развития, и все, что я делаю, мне хотелось бы, чтобы было здесь. Еще одна важная тема. Многие из вас натыкались на мое видео на другом канале. Мое видео, которое набрало 8, а может больше уже, миллионов просмотров. На чужом канале мое видео 8 миллионов просмотров. Я дала свое разрешение на публикацию своих видео на том канале в надежде, что для меня это будет неплохой рекламой. Естественно, я посмотрела, что это за канал, и на тот момент видосы на том канале набирали в среднем 100 тысяч просмотров, там было намного меньше подписчиков, но я подумала, чего бы нет. А в итоге видео набрало 8 миллионов просмотров. Я явно недооценивала свою работу. Давать бесплатно разрешение на эту публикацию было явной ошибкой, но я не жалею, потому что, во-первых, я поняла, что я недооценивала свои видео, и это позволило мне чуть-чуть расправить плечи. А во-вторых, я решила попробовать запустить свой англоязычный канал, где я публикую свои же видео, которые вы наверняка уже видели, но без озвучки, а просто это нарезочки под музыку. Примерно то же самое, что я делала у себя в Инстаграме, но чуть подлиннее, потому что там я не ограничена 1 минутой. Я публикую видео там каждую субботу вечером в надежде на выход на глобальную международную аудиторию, чтобы этот канал элементарно стал для меня еще одним небольшим источником дохода. Я этого не скрываю, потому что тогда же вы же знаете, что это позволяет мне оставаться на Ютубе.
все очень просто. И здесь мне нужна тоже ваша помощь, чтобы дать толчок вверх этому каналу, дать ему волшебный пинок. Поэтому, если у вас есть страничка на Фейсбуке, если у вас есть друзья из других стран, то я была бы очень благодарна вам, если вы поделитесь моими видео, теми, которые вам нравятся, со своими друзьями или разместите эти видосы на своих страничках в Фейсбуке. Что касается Франции, в которой я прожила прошлый учебный год. Прожила. Мы с вами немного затрагивали эту тему у меня в сторис в Инстаграме. Я вам все обязательно расскажу. У меня лежат просто гигабайты видео оттуда. Просто по моему возвращению мне хотелось вновь погрузиться во все мои творческие проекты, а не тратить время на что-то опять связанное с Францией. Если говорить коротко, в целом все было хорошо, очень классно. Я получила колоссальный жизненный, бытовой, профессиональный, какой только может быть вообще опыт. Но в то же время я очень рада вернуться в Москву. В Москву, где я смогла обустроить свою жизнь так, чтобы у меня было все то, что делает меня счастливой. Близкие люди, учеба, работа, хобби. И вдруг на тот год я всего этого лишилась. Да, я жила в Бордо. Это было классно. Пожить в Европе, это, далеко не каждому дается такая возможность. Я очень ценю это. Но мое место здесь, в Москве. Мне не было смысла начинать, и нет, сейчас, да, продал, потому что многие спрашивают, не хочу ли я туда переезжать. Нет, мне нет смысла начинать мою жизнь с нуля, когда у меня здесь есть все то, что мне нужно на данный жизненный, на моем данном... Я мечтала о той работе 8 лет, но иногда бывает так, что мечты, становясь реальностью, перестают быть мечтами. И плюс еще это было просто в очень неподходящий год. Но я безумно благодарна судьбе за этот опыт. И я очень рада вернуться домой. Меня же вроде уже перестала так трогать эта тема. Первый месяц, когда я приехала, я чуть ли не каждый день ревела. Именно вот с этого, с чего я разревелась сейчас, потому что я очень благодарна за этот опыт и это испытание, потому что это полностью перевернуло мое восприятие того, что у меня есть. В хорошую, в лучшую, как мне кажется, сторону. Так, все, хватит. Я просто стала ценить те вещи, которые раньше были для меня обыденностью. Ведь это на самом деле так круто, что у нас это есть. Я планирую видео о плюсах, о минусах, о французских школах. И хочу еще сделать видео о своих путешествиях, но не в формате влогов, потому что это мне не нравится. А если вы смотрели видео Маша Археолог, то поймете, как я хочу сделать эти видосы. А еще, пожалуйста, не называйте меня Марией. Если я представляюсь Машей, подписываюсь как Маша, то даже если мы общаемся с вами на «вы», то я хочу, чтобы меня называли Машей. Да, в школе я Мария Александровна. Там, не знаю, еще где-то в банке я Мария Александровна. Или если это действительно серьезные, очень какие-то официальные разговоры, тогда да, Мария Александровна, но не Мария. То есть либо Маша, либо Мария Александровна. Но на ютубе мне очень хотелось бы быть просто Машей, Машеришей. Надеюсь, после этого видео вы лучше понимаете меня. Я вас вот так вот люблю. Спасибо за вашу поддержку. Ну вот, я хотела после того, как сниму видео, попозировать для обложки. Теперь я вся красная.